Друзья, вас приветствую! С вами Яра. И сегодня я хотела бы поговорить на тему протеинов, как они важны в нашей жизни и как мы часто их недоедаем. А недоедаем мы, потому что у нас на это нет времени. И один из способов, которые я выбрала для себя, это заготовить протеины. В частности, сегодня я хочу приготовить курицу заранее. То есть я ее заранее мариную, она у меня стоит в холодильнике. И когда мне нужно, это берет 3-4 минуты, чтобы ее приготовить. Или даже в момент особой занятости я могу приготовить такой протеин, такую курочку, и положить в контейнер, где у меня уже будет она готовая, приготовленная. Так как я использую куриную грудку на растительном масле, то даже в холодном виде она очень вкусная и прекрасно на вкус и на текстуру. Вот у меня уже слюновыделение. С чего нам нужно начать? С того, что нужно взять хорошую грудку. Если у вас есть возможность, возьмите грудку органическую. Если нет, посмотрите по размеру, как я это делаю. Есть грудки в магазине, в контейнере, которые прям огромные, мясистые. И у меня не хватает воображения, чтобы представить, какой должна быть эта курица, чтобы у нее получились такие грудки. Поэтому я склонна к тому, что маленькие такие розоватые, как в советское время, синюшные грудки, скорее всего, они менее вредные. Понятное дело, что куриц выращивают, используя антибиотики и всевозможные ингибиторы роста, которые вместе с этим мясом осаждаются в нашем организме. Думаю, минимизировать этот момент мы можем только, если будем покупать курочку у соседской бабушки. Но у меня в Дубае такой соседской бабушки нет, поэтому приходится уповать на удачу, а также на поставщиков. Надеюсь, что они не сильно привирают. Итак, у курочки здесь идет маленькое филе. Я надеюсь, вам будет видно. Вот так оно примерно крепится вот здесь. Так мы обычно покупаем куриную грудку. И здесь в этом филе идет белая, плотная, как из резины прожилочка. Ее обязательно надо убрать. Но, впрочем, как и вот это филе, я убираю. Это мяско я ни в коем случае не выкидываю, я откладываю для себя, потому что оно самое нежное, самое сочное. Готовится буквально 30 секунд. Единственное, кусочки маленькие, они не сильно презентабельные. Остальную часть куриного филе, после того, как мы помыли и высушили, нам необходимо будет перед маринованием немножечко отбить. Как я это буду делать? Сегодня у меня случился какой-то казус с пищевой пленкой, но вы можете использовать пищевую пленку. Если у вас есть такой молоточек, используйте специальный кулинарный молоточек. Этот молоток уже старый, повидал много, но только на кухне. Если у вас нет такого молоточка, используйте обычный молоток, которым забивают гвозди. Курице все равно. Итак, немножечко отбиваю. Даже можно простым вот таким плоским краем. Для чего это делается? Чтобы нашу курочку, во-первых, сделать более плоской, чтобы у нее приготовление время было одинаково, равномерно. А во-вторых, мы размягчаем волокна куриные, которые лучше будет впитывать маринад, и нам будет проще ее нарезать. Она будет по всей поверхности одинаково плоская. Ну вот, такая в итоге получилась красивая курица. Мне она очень нравится. Я ее откладываю в контейнер, в котором она будет мариноваться. Вот так сразу выложу. Сегодня я вам покажу, как я ее мариную, но на самом деле я уже курицу замариновала. Она у меня готовая. И покажу, как сделать маринад. Чтобы ускорить процесс, я буду готовить в таком миксере. Вы можете использовать абсолютно любой, какой у вас нашелся. Сюда я сегодня буду помещать пару зубчиков чеснока. Я его очистила от сердцевинки. Вот у нас чесночок. Щепоточку любых трав. У меня тимьян сегодня. Еще чуть-чуть тимьяна. Ну, еще добавлю чеснока. Я сильно люблю чеснок. 1 чайную ложку горчицы. Можете использовать дижонскую, какую вам нравится. У меня просто какая-то горчица, не знаю. Она мне нравится, потому что она вот как в советские времена такая зверская. Чайную ложечку меда. Он нужен нам для баланса вкуса. А еще он хорошо ведет себя при обжаривании, дает классный такой коричневый цвет. Конечно же, нам сюда потребуется уксус. У меня это кондимент, это
упаренный уксус из белого вина. Нет, обманываю, из сидра. Столовую ложечку. Дальше нам потребуется лимонная цедра. Как вообще срезать цедру? Нужно лимон держать в левой руке, у меня она не рабочая, а терку в правой. И вот вы когда снимаете цедру с лимона, благодаря тому, что вы видите, что происходит с лимоном, вы не срезаете белую часть, которая дает горечь, а нам нужна только желтенькая часть. А цедра остается вот здесь, мы ее потом просто ложечкой снимем. Очень красиво, быстро, чудесно и стопроцентный результат, как я люблю. Такое небольшое количество. Я ее снимаю. Спасибо. И лимончик. Нам нужно буквально чайную ложечку. Смотрите, как вам нравится. Лимон, он не только позволяет проникнуть всем вкусом в курицу, но он также поднимает вкусы тех ингредиентов, которые мы уже добавили. Он вообще чудодейственный. Естественно, мы сюда добавляем масло, где-то 3-4 столовые ложки. Но смотрите по объему курицы, сколько у вас курицы. Да? Если у вас целая большая миска, на всю семью делайте впрок. Побольше этого вашего маринада. Конечно, я добавлю соль. И перец. У меня здесь охотники свои. Откуда вы думаете, я беру эту всю курицу? Используйте те травы, которые у вас есть, используйте те уксусы, которые у вас есть, масло. Я добавляю оливковое, но вы можете добавлять и масло авокадо, и масло из виноградных косточек, которые прекрасно себя ведут. В любом случае, я хочу повториться, то, о чем я уже не раз говорила, что все мои рецепты – это только рекомендация. Потому что настоящий истинный рецепт вашего блюда, он живет у вас в сердце, и он вам резонирует и отзывается. И когда вы готовите, вы как бы медитируете на кухне. И то, что вам хочется добавить, иногда вот все хозяйки готовят по-разному, то, что вам хочется добавить вне рецепта, то, что вам в последнюю секунду вдруг захотелось, это и есть правильно. И я очень часто готовлю именно так. Сегодня я делаю по рецепту, потому что этот рецепт будет под видео. А обычно я просто бросаю то, что мне нравится. И проблема только в том, что когда получилось сильно хорошо, я не всегда помню, что я туда понабросала. Для того, чтобы сделать это проще, я просто измельчаю это в блендере. Если у вас нет блендера, вы просто выжимаете. Что у нас здесь? Только чеснок, собственно, не измельченный. Через чеснокодавилку или его можно натереть на терочке. Остальные ингредиенты мы смешиваем венчиком. И после того, как у нас наша заправочка готова, я наношу на курочку с каждой стороны. И таким образом она должна у нас полежать 30 минут, а лучше 2 часа. А еще лучше ее оставить в маринаде на ночь. И потом уже только обжаривать. Убираю в холодильник. В таком виде она у меня лежит и 4, и 5 дней, ничего с ней не происходит. Я просто беру одну грудку, жарю для салата или чего мне нужно. Остальное ждет своего звездного часа. У меня уже есть заготовленная курица, которую я замариновала 2 дня назад. Сейчас я ее буду обжаривать, чтобы показать, как это быстро, моментально. Хочу сказать, что филе после того, как я его замариновала, перед обжаркой я достаю из холодильника и держу при комнатной температуре как минимум полчаса, а лучше час, чтобы мясо курицы у нас стало комнатной температуры. Вообще любые протеины мы не обжариваем холодные. В этом случае у нас будет неравномерное приготовление снаружи и внутри. Нам очень важно, чтобы внутри курица проготовилась. Сковорода у меня нагрелась до достаточно хорошей температуры. Я сейчас даже добавлю чуточек. И, собственно, секрет приготовления куриной грудки, я думаю, кто готовит, знает, что она достаточно капризная, потому что в куриной грудке очень мало жиров. Это точно так же, как и вырезка мяса. Мало жира, сухое достаточно мясо, соответственно, оно очень быстро переготавливается и становится сухим. Точно так же с куриной грудкой. И многие из вас ели ее, она жуется, и ты уже не знаешь, что с ней делать. И проглотить невозможно, и
все остальное тоже неудобно. Поэтому секрет в том, чтобы ее приготовить буквально 2 минуты с одной и с другой стороны. Она у нас хорошо уже промариновалась. Если помните, в маринаде у нас есть оливковое масло, которое служит у нас таким вот соединителем, поженителем. У нас есть здесь лимонный сок и уксус, которые уже начинают готовить эту курицу, потому что там есть кислоты, и всевозможные другие маринады, как соль, перец, которые тоже уже ее понемножечку готовят. Так что нам нужно просто добиться шикарной корочки. Я ее кладу на внешнюю часть и распределяю равномерно по поверхности сковороды. Замечу, что масло дополнительно я сюда не добавляю, потому что наша курочка была замаринована уже в масляном соусе, и этого масла мне вполне достаточно. В таком виде курица прекрасно подходит под любые салаты. Ее можно также подать как основное блюдо с любым гарниром. Мне очень нравится курица пюре из зеленого горошка или крем из цветной капусты. Прекрасно сюда подойдет обычный салат, или картофель, или даже морковка тушеная в апельсиновом соусе с тархуном. Это мое любимое к курице и к баранинке. Надеюсь, когда-нибудь я сниму этот рецепт. Удивительно, но морковка считается не таким популярным продуктом. И когда я делаю ужины для своих клиентов дорогих, очень мало людей говорят: ах, какой интересный рецепт, давайте его попробуем. Но уверяю вас, это бездна вкусов. Также курица очень любит всевозможные уксусы, поэтому мы сюда и добавили уксус. И мед. Уксус, мед дают нам баланс. Если помните, я упоминала о том, что в любом блюде нам важно учесть баланс из 4, как слонов, столпов. Это соленый, горький, кислый и сладкий вкус. Поэтому мы всегда стараемся сбалансировать все эти вкусы, добавляя определенные продукты. У нас здесь есть и соленый, соль, да, у нас есть здесь и кислый лимон, и уксус, сладкий – это мед, у нас есть горький – это перчик. Вы можете добавить сюда и перец чили, вы можете сюда добавить и соевый соус. Они все дают определенные нюансы в зависимости от того, в какое блюдо вы хотите добавить вашу курицу. Я сейчас ее накрою, чтобы убедиться, что она у нас хорошо приготовилась. Как я говорила, это важно для курицы, для всех ее частей. Как узнать, что она проготовилась? Вы можете... Я покажу вообще вам. 2-3 минутки, и она у нас готова. Вот у нас наша курочка готовилась достаточное количество времени. Как узнать, что она у нас готова? Я прокалываю в самом толстом месте ее ножом и нажимаю. И у нас должен выделиться прозрачный сок. Что, собственно, и происходит. У нас выделяется прозрачный сок. Курочка наша готова. Вы в этом убедились. И сейчас, как и любому протеину, как и мясу, как и рыбе, ей нужно отлежаться. Обычно это занимает примерно такое же время, как и время приготовления. Мы возьмем 3-4 минуты. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы соки распределились по всей поверхности курицы. И именно тогда она у нас будет сочная. Если мы курицу нарежем сейчас, пока она горячая, соки у нас будут в одном месте, и они не успеют добежать до тех кусочков, которые мы уже отрезали. Соответственно, где-то она будет у нас очень сочная, и, скорее всего, сок этот вытечет на доску, а в каких-то местах она будет очень сухая. Поэтому я ее оставляю, и более того, если вам охота заморочиться, в процессе отдыха я ее переворачиваю, чтобы соки у нас равномерно распределялись по всей поверхности курочки. Так как у нас курочка загорелая, аромат вот этой корочки куриной, аромат чесночка, аромат трав, которые мы туда добавили, очень такой сбалансированный, классный аромат, который повышает аппетит. Я вообще считаю, что все играет огромную роль. И то, как выглядит эта курица, и то, как она пахнет, и не в последнюю очередь, какая она на вкус. Но на вкус мы узнаем в самую последнюю очередь. Предположим, что у меня здесь есть гарнир, и я ее сейчас буду нарезать по косой. Таким образом,
мне больше нравится. Кусочки выглядят более элегантно на тарелке. И выкладываю вот таким образом. Ну вот, можно здесь посмотреть, как она прекрасно выглядит внутри. Вся приготовилась. И какая она у нас сочная. Вот так веерочком положу. Вот такая курочка у нас готова. Вы можете ее поджарить, сложить в контейнер, убрать в холодильничек. И когда вам надо нарезать холодную в салат, если вам нужно, вы можете ее съесть так, сделать сэндвич из нее. И приготовить ее занимает максимум 5 минут. Поэтому даже для свежего горячего обеда это не составит много труда, когда вы уже заготовили ваши ингредиенты. Пожалуйста, говорите о том, что еще вам хотелось бы узнать, какие интересные блюда вам было бы интересно приготовить вместе со мной. С вами была Яра, и до очень-очень скорой встречи.